Переходим к последнему слайду. Это самый интересный слайд. Здесь мы будем говорить о тенденциях длиной в 1 год. Но верхняя часть я уже не комментирую. Это так, колебательные процессы. Карта осталась прежняя. А вот внизу экселевские данные в табличке, они поменялись. Итак, город Киев на примере социального жилья. Отвечу еще раз на то, что я просто вижу, меня смотрит очень много людей, которые первый раз заходят на мой канал. Социальное жилье – это жилье, друзья, которое осталось после развала Советского Союза, так сказать, наследство украинцев. 85% в структуре жилого фонда – это социальное жилье. То есть подумайте только, какой большой класс рынка недвижимости. И за 30 лет свободной Украины самостоятельной было построено всего лишь там, порядка 15%. Это не моя статистика, вы можете это все в качестве подтверждения прочитать на сайте службы статистики Украины. Почему социальное жилье? Дефиниция такая. Вот там и кто-то пишет, там у нас там где-то там в Европе социальное жилье, там живут только нищие, да, нищеброды. Но, друзья, я рад за вас, за вашу Европу, так сказать, где у вас это жилье раздают, хотя я очень сильно сомневаюсь, что в Европе кому-то что-то раздают. А вот почему социальное жилье? Это жилье, которое действительно во время Советского Союза выдавалось бесплатно. Вот я уже возрастной человек, и я успел получить во времена Советского Союза 2 квартиры, причем в разных городах. То есть, получая квартиру, я активно передвигался по Советскому Союзу, но так получилось, что конечная, так сказать, моя, ну не конечная, да, но вот крайняя точка, где я проживал, это был город Киев. Так вот, в городе Киеве, кстати, я не получал квартиру, я уже покупал квартиру. Так вот, я помню очень хорошо. Семья въезжает в квартиру, те предприятия дают, по ордерку. И когда ты уезжаешь из квартиры, в эту квартиру вселяется другая семья. То есть не было прав на частную собственность, ну, чтобы вы просто понимали. Поэтому это называется социальное жилье. Я ничего тут не придумал. И только с 1991 года, когда Верховный Совет принял закон, это уже самостоятельная Украина была, закон о частной собственности, жилье стали приватизировать, и появился, так сказать, рынок недвижимости, рынок продаж, обмена и так далее. До этого рынка как такового не было. Именно поэтому это называется социальное жилье, и я всегда исследую рынок недвижимости через, ну, показываю вам в данных видео через призму самого большого класса, это социальное жилье. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, друзья, который вы мне задаете. Итак, что же произошло за год? Сравниваем декабрь 2025 год с декабрем 2024 года. Киев 1063 доллара стоимость квадратного метра, рост за год 2,52%, индекс положительный, единичка 0,25. Город Винница 653 доллара за квадратный метр, рост почти 5% за год. Город Житомир 551 доллар за квадратный метр, рост 2,61% за год, индекс положительный, единичка, запятая 0,26. Город Черкассы 592 доллара за квадратный метр, рост 6,86% за год, почти 7%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,69. Ну и город Крапивницкий 526 долларов за квадратный метр, рост почти 5% в годовом измерении. Индекс положительный, единичка 0,50. Подытоживающие данные, друзья. Среднее арифметическое число по центральному региону 677 долларов за квадратный метр. Напомню вам, что это декабрь 2025 года. В декабре 2024 года средняя стоимость по региону была, ну, среднее арифметическое число 650 долларов за квадратный метр, что в целом показало нам динамику роста в годовом измерении по жилой недвижимости данного класса 4,12%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,41. Друзья, что такое индекс? Очень кратко, немного саморекламы, без нее никак нельзя.
Я и компания Alim Consulting на протяжении уже больше 10 лет готовим для крупных украинских системных, национальных, в том числе банков, и индексы, в том числе для иностранных банков, которые работают на территории Украины. Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости, ну вот давайте покажу, в данном случае социальное жилье по целому региону во времени. Считается он просто. 677 делим на 650, получаем или же в процентном соотношении, в данном случае рост, или положительный индекс единичка, запятая 0,41. Друзья, я знаю, что фокус-группа людей, которые меня смотрят, это управление по рискам или риск-менеджменту. Ну, в разных банках это по-разному называется. Данная категория специалистов по крупицам собирает информацию о том, что происходит с недвижимостью. Почему? Потому что данные специалисты лучше, чем кто-либо, знают и понимают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, кто знает, как меняется стоимость квадратного метра недвижимости, не только жилой, всей недвижимости, также по всей Украине. Поэтому, друзья, синергия вот этих знаний помогает и в ваших бизнес-процессах, и, конечно же, помогает мне дальше заниматься наукой и развиваться компанией Alim Consulting. Ну, друзья, для того, чтобы меня найти, вам необходимо найти в описании канала мой Viber телефончик, там, по-моему, есть и WhatsApp, да, списаться или созвониться со мной, составим техническое задание, и вы раз в квартал будете получать исследования по всем сегментам рынка недвижимости или по всему портфелю недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. И вы будете понимать, как меняется стоимость квадратного метра по всему, так сказать, портфелю недвижимости, еще раз повторюсь, под которое финансовое учреждение ваше выдало какие-то финансовые средства. Итак, друзья, закончили обсуждать, что произошло в течение года. Видим, что рост. Ну и переходим уже рост 4,12%, запомните. И переходим к чему, друзья? Прогнозам. Давайте очень кратко о прогнозах. Ну, начну с того, что традиционно причем. Я не гадаю на кофейной гуще, друзья. Я также не общаюсь со Всевышним, и у меня нет галлюцинаций слуховых каких-то, да, кто-то мне сообщает что-то. Я использую в своих прогнозах исключительно научную методологию. Это называется метод многофакторного анализа. Что из себя представляет данный метод? Я через официальную статистику, которая показывает развитие экономики, развитие экономических процессов, можно отслеживать именно вот по этим индексам или макроэкономическим показателям, которые готовит служба статистики Украины. И вот когда в целом по всем макроэкономическим показателям экономика мертва, чем жива, я это даже сильно преувеличу в сторону того, что она жива. Но кто умеет, посмотрите, ну, если экономисты меня смотрят, я думаю, что они подтвердят мои тезисы, цифры там не мои, я просто их озвучиваю. Так вот, ну, это называется еще внутренний валовый региональный продукт по каждой области. Киевская область, Черкасская область, Кировоградская область, ну и так далее. То, что, о чем мы говорим. Там все очень и очень плохо, друзья. Так вот, не может развиваться рынок недвижимости в фазие или в противовес тому, что происходит в целом в экономике, потому что рынок недвижимости всего лишь является составляющей части экономики, в данном случае областей, которые я перечислил. Поэтому я, друзья, предполагаю, несмотря на то, что мы увидели рост по центральной части Украины за год 4%, вот 2026 год будет нам показывать обратный отсчет. То есть вот январь месяц очень, так сказать, красочно показал, что стоят человейники, 24-этажные дома, да и не только 24-этажные, где нет ни света, ни воды, ни тепла, где рвутся трубы, то есть это не приспособленные каменные мешки для нормальной, даже не для комфортной, просто для жизни. То есть там нельзя, уж в холодильнике не будете жить, где сосульки висят.
вы не сможете там просто жить. Человек теплолюбивое существо, ему надо где-то греться. Вы лучше будете в шалаше сидеть возле печки, но точно не на 24 этаже там какого-нибудь киевского хмарочеса, да. Поэтому я предполагаю, всего лишь предполагаю, что вот эти все настроения людей, которые вот немножко, вот я не хочу, в отличие от политиков, разделять людей на правильных, неправильных, киевлян, понаехавших и так далее. Но у меня создается впечатление, что компании-застройщики, которые строили просто хаотично, что попало, где попало, за какие-то совершенно сумасшедшие деньги. И самое, что интересно, что вот эти человейники, они же продавались. Я понимаю, что вот когда я жил в Киеве, да там киевлян уже не осталось. У меня был знакомый доктор, он ходил со мной тренироваться в спортзал, и он говорит: Андрей, в силу того, что он доктор, у него есть всегда информация о клиенте. То есть, ну, откуда приехал, где жил там. Он говорит: у меня за последние вот эти 4 года войны ни один киевлянин не приходил ко мне. Ну, он в коммерческой клинике работает. Говорит, все вот эти товарищи, которые, понятно, что переехали. Я не делю опять на плохих или хороших, но вот как можно продать людям человейник, которые вот такие как соты, пчелиные, знаете, вот эти окошечки, окошечки, окошечки из бетонные джунгли. То есть это, ну, это сюр какой-то, абсурд, но это все продавалось, друзья. Это продавалось людям, которые действительно приезжали, и почему-то считалось круто жить в огромном монстре, где у тебя 500 соседей на этаже, и ты это самое чувствуешь себя действительно как в этом человейнике. Поэтому, ну, мы же о прогнозах, поэтому я предполагаю, что по проценту каждый месяц, январь, февраль, март, мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра. Причем это и по Киеву, и по... ну, Винница, может быть, не будет так сильно проседать, но Киев однозначно будет. Город Житомир будет. То есть в целом по региону снижение за квартал будет 3%. То есть, сравнивая март 2020, так сказать, шестого года с мартом 2025 года, мы получим рост плюс 1%. Ну, сейчас мы видим минус 4% в годовом измерении, то в марте месяце, если каждый месяц будет по минус 1% снижения, то все равно будет положительная как бы динамика еще, где-то плюс 1%. Но это уже будут тенденции, я почти в этом не сомневаюсь. Почему? Потому что ну, невозможно, если Кличко уже говорит о том, что 600 тысяч уехало с Киева, то я, наверное, предполагаю, что это же люди не от лучшей жизни, не от хорошей жизни побежали, как какая-то женщина рассказывала, говорит: в чем прикол? За 20 тысяч снимаю квартиру и ну, каждую ночь, говорит, сплю в метро с ребенком. Ну, нафига такое кино, да? И еще плачу ж деньги за аренду. Так что, друзья, вот такая вот невеселая история. Ну да ладно. Пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости Украины, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить, а еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или же картой путеводной в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видео роликах. Ну и, конечно же, берегите себя, друзья, берегите. Мне очень жалко людей, которые в Украине. Просто не передать. До встречи в следующих моих видео.